Сегодня мы отправляемся в путешествие к сердцу герметической философии, чтобы раскрыть глубочайшие тайны первого из 7 герметических законов – принципа ментализма. Этот краеугольный камень древней мудрости гласит «все есть разум, Вселенная ментальна». На первый взгляд это утверждение может показаться простым, но за его словами скрывается целый космос смыслов и откровений. Что же на самом деле подразумевается под тем, что все есть разум? Как понять, что Вселенная во всем своем величии и сложности является ментальной конструкцией? И как наш личный опыт становится всего лишь отражением наших собственных мыслей, формирующих нашу реальность? Впереди нас ждет исследование истинной силы принципа ментализма и его удивительных параллелей с современной физикой. Этот принцип не только открывает двери к пониманию остальных 6 столпов герметической мудрости, но и раскрывает секрет, способный навсегда изменить наше восприятие Вселенной и нашего места в ней. Когда мы утверждаем, что все есть разум, мы погружаемся в тайну, утверждающую, что Вселенная, все, что существует, существовало и будет существовать, есть проявление универсального разума. Это подобно сну Вишну в индуистской традиции, где каждый из нас является неотъемлемой частью этого грандиозного проявления. Приготовьтесь исследовать эту захватывающую концепцию, которая обещает перевернуть ваше представление о реальности. Постижение глубин первого закона герметизма открывает путь к исследованию сокровенных тайн духа. В первую очередь, необходимо проникнуть в суть понятия ментализм, как оно трактуется в Кибалионе, фундаментальном труде по герметической философии. Ментализм утверждает, что окружающая нас действительность не является чем-то физическим, состоящим из плотной, ощутимой материи. Напротив, это ментальная конструкция, порождение вселенского разума. Представьте себе, что каждый элемент, воспринимаемый нами зрением, осязанием и другими чувствами, является частью масштабной ментальной проекции, что созвучно концепции матрицы. Вселенная, кажущаяся нам столь осязаемой, представляет собой сложную структуру, эманирующую из сознания. Древние адепты герметизма учили о неразрывной связи между нашим индивидуальным разумом и этим универсальным разумом. Иными словами, мы – искры разума целого. В процессе мышления, созидания и воображения мы задействуем силу разума, который в конечном счете является неотъемлемой частью вселенского сознания. Глубокая концепция универсального сознания неминуемо ставит перед нами вопрос: если мы действительно являемся искрами этого всеобъемлющего разума, то почему же мы так часто ощущаем себя оторванными от него? Что создает барьер, мешающий нам осознавать эту неразрывную связь в нашей повседневной реальности? Ответ кроется в еще одной фундаментальной герметической истине. Человеческий разум, будучи ограниченным рамками личного опыта, обусловленностью и индивидуальным восприятием, подвержен иллюзии разделения, которая затуманивает наше восприятие. Эта идея находит отклик в различных духовных и философских учениях. Будда учил, что наша сущность формируется нашими мыслями, подчеркивая, что разум играет определяющую роль. Это напрямую перекликается с герметическим принципом ментализма, утверждающим главенство разума. В наши дни наука начинает прокладывать путь к раскрытию глубинной природы разума и его влияния на окружающую нас действительность. Макс Планк, выдающийся физик, которого считают отцом квантовой физики, выразил убеждение, что сознание является фундаментальной основой, а материя – лишь его производным. Принцип ментализма находит удивительное подтверждение в знаменитом эксперименте с 2 щелями, впервые проведенном физиком Томасом Юнгом в начале XIX века, а впоследствии переосмысленном. По мере углубления в неизведанные области квантовой науки, эксперименты раскрывают все более удивительные аспекты реальности. Рассмотрим простой, на первый взгляд, опыт. Элементарная частица, например, электрон, направляется к преграде, пронизанной 2 параллельными щелями. За этой преградой расположен экран, фиксирующий точки попадания частиц. Но когда ученые стремятся предсказать поведение этого электрона, возникает нечто поразительное. В отсутствие наблюдения электрон проявляет себя как волна, одновременно проходящая через обе щели и формирующая на экране интерференционную картину, подобную той, что возникает от брошенного в воду камня. Однако, как только вводится механизм наблюдения, чтобы определить, через какую именно щель пролетает частица, электрон внезапно изменяет свое поведение. Он начинает вести себя как классическая частица, выбирая лишь одну из щелей. Интерференционная картина исчезает, уступая место изображению, свидетельствующему о наличии четкой траектории.
Этот феномен наглядно демонстрирует, что в квантовом мире сам акт наблюдения оказывает влияние на реальность. Наблюдатель, по-видимому, вмешивается в саму суть происходящего, принуждая частицу к выбору конкретного состояния. Этот поразительный эффект выходит за рамки привычного материалистического мировоззрения и открывает двери для более глубоких философских интерпретаций природы реальности. Взаимосвязь между разумом и реальностью находит свое подтверждение в знаменитом эксперименте с двумя щелями. Этот опыт наглядно демонстрирует, что акт наблюдения, сознательное сосредоточение на определенной точке, обладает удивительной способностью влиять на состояние вещей. Здесь кроется глубочайшее учение первого герметического закона. Реальность не является чем-то застывшим и неизменным. Напротив, она пластична, субъективна и чутко реагирует на сознательный разум, который наблюдает, взаимодействует и в конечном итоге творит ее. Именно на это указывал Гермес Трисмегист еще тысячелетия назад. Представим себе разум как бескрайний океан, где каждая мысль, каждое наблюдение подобно камню, брошенному в водную гладь. Этот камень порождает рябь, которая распространяется во все стороны, оказывая влияние на все окружающее. Когда человек направляет свое внимание на что-либо, он словно бросает этот камень, запуская процесс движения, преобразуя потенциальную возможность в реальное проявление. Этот процесс можно сравнить с поведением электрона, который под воздействием наблюдения решает проявить себя как частица, а не как волна. Именно в этом заключается та ментальная сила, о которой говорит герметический принцип. Первый герметический закон открывает перед нами понимание того, что разум является ключом к созиданию. Но что же происходит, когда эта мощная сила разума, наша самая глубокая и творческая способность, вступает в игру? В современном мире, где человеческое внимание превратилось в ценнейший ресурс, наблюдается тревожная тенденция его рассеивания и ослабления. Энергия, которая прежде направлялась на созидание и осознанное творчество, все чаще становится объектом манипуляций и поглощения. Это отнюдь не случайный процесс, ведь в мире, где способность формировать реальность напрямую зависит от концентрации внимания, контроль над его направлением становится могущественным инструментом власти. Современные отвлекающие факторы, такие как социальные сети с их неумолчными уведомлениями, навязчивая реклама и нескончаемый поток информации, действуют подобно незаметным похитителям нашей умственной энергии. Эта фрагментация сознания отдаляет людей от их творческого потенциала, превращая из активных созидателей собственного опыта в пассивных потребителей и реагирующих субъектов. Научные исследования демонстрируют, что переизбыток информации и непрекращающиеся стимулы негативно влияют на способность к концентрации и долговременному запоминанию, ухудшая возможность поддерживать сосредоточенность. Со временем разум утрачивает свою остроту и ясность, словно ментальный клинок, ежедневно подвергающийся изнашивающему воздействию. Современный мир с его бесчисленными отвлекающими факторами оказывает разрушительное воздействие на способность человека к концентрации, притупляя остроту ума и снижая эффективность в достижении целей. Печально, но факт. Средняя продолжительность концентрации внимания у современного человека сопоставима с таковой у рыбки беты, что является тревожным сигналом о деградации когнитивных способностей. В эзотерических учениях внимание рассматривается как мощный инструмент созидания, подобный сфокусированному лучу света, проходящему через увеличительное стекло. Когда внимание человека сосредоточено, он способен направить всю свою энергию в одну точку, многократно усиливая и воплощая в реальность свои желания. Однако, когда этот луч рассеивается, теряется драгоценная способность преобразовывать мир вокруг себя и направлять свою жизнь в желаемое русло. Человек превращается в пассивного наблюдателя, безвольно плывущего по течению поверхностных стимулов, неспособного оказать сопротивление их напору. Помимо фрагментации внимания, современные отвлекающие факторы оказывают тонкое, но неуклонное воздействие на подсознание человека. Все, что он видит и слышит, даже если это кажется незначительным или неуместным, оставляет неизгладимый след в его разуме. В тишине бессознательного эта информация накапливается, формируя убеждения, страхи и модели поведения, которые, как известно, оказывают мощное влияние на процесс созидания реальности. В современном мире, где информационный поток неустанно обрушивается на нас, крайне важно сохранять бдительность и критически оценивать получаемые сведения. Без должной фильтрации мы рискуем позволить чужим убеждениям и ценностям проникнуть в наше сознание, подменяя собой наши собственные выстраданные идеалы.
Вместо того, чтобы культивировать идеи, созвучные нашей истинной сущности, мы открываем двери для навязывания чуждых нам реальностей. Как проницательно заметил философ Олдос Хаксли, отвлечение внимания является наиболее эффективным инструментом контроля над человеком. И действительно, индивидуум, чье внимание рассеяно, а убеждения сформированы бессознательно, утрачивает способность к созиданию собственной реальности. Ключ к возвращению контроля над своей жизнью лежит через восстановление власти над своим разумом, и в этом контексте медитация предстает как мощнейший инструмент. Когда речь заходит о возвращении контроля над разумом, медитация становится важнейшей практикой. Первый герметический закон гласит: разум есть матрица, из которой все создано. Однако разум, подверженный постоянному движению и внешним воздействиям, теряет свою способность к концентрации и целеполаганию. В этом случае медитация становится необходимым условием для восстановления контроля над собственной реальностью. Секрет управления вниманием кроется в умении собирать его воедино и направлять в нужное русло. Подобно тому, как линза концентрирует солнечные лучи в одной точке, пока не возгорится пламя, так и практика медитации в герметической традиции позволяет вернуться к нулевой точке, пространству безграничных возможностей, где ничто и все обретают гармонию. Это состояние является ключом к раскрытию творческого потенциала, ведь только в состоянии неподвижности и абсолютного присутствия разум достигает равновесия, становясь подлинным инструментом осознанного созидания. Медитация — это своеобразная тренировка для ума, укрепляющая способность к длительной концентрации. Погружаясь в тишину, сосредотачиваясь на дыхании или точке внутреннего наблюдения, человек постепенно разрушает порочный круг отвлечений, столь характерный для современной жизни. Он учит разум пребывать в состоянии присутствия и невозмутимости. Каждый раз, когда возникает навязчивая мысль, и человек сознательно отпускает ее, он возвращает себе частицу контроля над своим разумом. Можно представить себе внимание как мышцу. Чем усерднее ее тренировать, тем сильнее она становится. Регулярные упражнения в концентрации позволяют укрепить умственные способности и научиться направлять их в нужное русло, достигая поставленных целей и раскрывая свой творческий потенциал. Регулярная практика медитации оказывает значительное воздействие на когнитивные функции, укрепляя способность разума к концентрации и устойчивости перед лицом отвлекающих факторов. Она способствует раскрытию творческого потенциала, освобождая от оков внешних влияний и восстанавливая внутреннюю гармонию. Помимо усиления контроля над сознательным разумом, медитация является действенным инструментом для проникновения в глубины подсознания, которое играет ключевую роль в формировании нашей реальности. Для преобразования своей жизни необходимо погрузиться в подсознание и нейтрализовать убеждения, страхи и травмы, препятствующие проявлению творческой силы. В процессе медитации достигается состояние глубокого расслабления, открывающее доступ к подсознанию. В моменты тишины и покоя на поверхность выходят старые эмоции и устоявшиеся паттерны поведения, предоставляя возможность для их осознания и преодоления. Этот процесс имеет основополагающее значение для согласования сознательного и подсознательного разума, превращая их в союзников в создании желаемой реальности. Очищая свое внутреннее пространство, человек обретает способность к целенаправленному формированию своей жизни. В глубинах человеческого разума скрывается могущественная сила, подсознание, способное как возвышать, так и сдерживать наши стремления. Устраняя ментальные блоки, глубоко укоренившиеся в этой неисследованной области, мы открываем путь к ясности мышления и непоколебимой сосредоточенности на наших целях и творческих начинаниях. В основе этих знаний лежит осознание того, что окружающий нас мир со всем его многообразием и тонкостями, по сути, является отражением нашего внутреннего состояния. Но что происходит, когда значительная часть этого ментального ландшафта формируется из таинственных глубин подсознания, области которой мы едва коснулись? Подсознание предстает перед нами как безбрежный океан, хранилище мыслей и убеждений, зачастую ускользающих от нашего сознательного внимания. Однако именно эта скрытая область парадоксальным образом оказывает глубокое влияние на наше восприятие и, как следствие, на формирующуюся реальность. Это глубинный слой разума, действующий не через рациональный анализ или прямую логику, а посредством символов, воспоминаний и эмоций. Здесь, в этом таинственном царстве, лежат корни нашего опыта, восприятия и убеждений,
формирующих призму, через которую мы смотрим на мир. Представим подсознание в виде всевидящей видеокамеры, неустанно фиксирующей каждый миг, каждое переживание, каждое произнесенное слово и каждый мельчайший образ, начиная с самых ранних лет нашей жизни. Этот непрерывный процесс записи простирается далеко за пределы подсознания. Эта обширная и неизведанная территория нашего разума играет колоссальную роль в формировании нашей реальности. Оно не просто регистрирует события, но и наделяет их эмоциональной окраской, фиксируя страхи, радости, сомнения и всевозможные оттенки чувств. Каждое воспоминание, каждая эмоция, запечатленные в глубинах подсознания, со временем обретают незримые формы, оказывающие определяющее влияние на наше восприятие мира, характер взаимоотношений с окружающими и даже на наши перспективы в достижении успеха и самореализации. Поскольку подсознание является той могущественной силой, что формирует нашу реальность, крайне важно понимать, каким образом оно непосредственно влияет на наши переживания. Ограничивающие убеждения, эти глубоко укоренившиеся в подсознании идеи, создают искусственные барьеры на пути к тому, что мы считаем возможным или достижимым. К примеру, человек, подсознательно убежденный в том, что он недостоин любви, может невольно отталкивать искренне любящих его людей, тем самым разрушая собственные отношения. Эти деструктивные убеждения действуют подобно скрытым программам, которые привязывают нас к повторяющимся негативным сценариям и мешают нашему сознательному разуму в полной мере раскрыть свой потенциал. Человеческие желания формируют своеобразные фильтры, которые преломляют восприятие действительности, создавая иллюзорное отражение не столько желаемого, сколько подсознательно допустимого. Это зеркало без прикрас отражает глубинные установки разума, выводя на свет скрытые тени и заблуждения. Осознание влияния подсознания открывает путь к целенаправленному перепрограммированию. Этот процесс требует настойчивости и систематичности, ведь подсознание подобно плодородной почве, нуждающейся в тщательной обработке и заботе. Позитивные аффирмации, визуализации и медитативные практики способствуют устранению укоренившихся убеждений и замене ограничивающих шаблонов новым, расширенным видением себя. Например, стремясь к изобилию, необходимо выявить и растворить такие деструктивные установки, как «я недостоин» или «мир беден». Затем, с помощью аффирмаций и визуализаций, следует посеять новые семена, утверждая «я достоин изобилия». Вселенная не скупится на время, и эта новая установка мышления постепенно начинает проявляться в окружающей нас действительности. Подсознание, подобно губке, впитывает информацию и учится реагировать на те стимулы, которые подкреплены повторением и эмоциональным зарядом. Эмоции играют роль мощного топлива для подсознательного разума, многократно усиливая впечатление от усвоенных убеждений и пережитого опыта, что в конечном итоге формирует нашу субъективную реальность с невероятной творческой силой. Когда человек испытывает глубокие чувства по отношению к чему-либо, эта эмоция становится своего рода посланием для подсознания, которое стремится воспроизвести этот опыт в жизни человека. Если индивидуум стремится развить в себе уверенность, ему рекомендуется визуализировать себя в ситуациях, где он действует с непоколебимой уверенностью и решимостью. Необходимо прочувствовать, как эта уверенность пронизывает каждую клетку тела, как будто это уже стало неотъемлемой частью его личности. Подсознание не способно различать реальность и воображение, поэтому оно начинает воспринимать это новое эмоциональное впечатление как часть своей программы, проецируя его в реальность человека. Таким образом, посредством перепрограммирования, основанного на глубоком самопознании и культивировании возвышенных эмоций, каждый человек может получить доступ к безграничному потенциалу своего подсознания и направить его энергию на созидание желаемой реальности. Раскрытие глубин подсознания открывает безграничные горизонты, преобразуя его из обители мрака и преград в могущественного союзника, в творчестве, способного указать путь к вершинам самореализации. Первый герметический закон гласит, что каждый человек – творец своей судьбы. Разум подобен храму, и все, что созидается в его стенах, непременно находит отражение в окружающей действительности. Когда внимание рассеивается, увлеченное мимолетными отвлечениями, человек теряет контроль над своим внутренним миром и становится его пленником. Однако, развивая осознанность через медитацию и погружение в глубины подсознания, можно вернуть себе роль Творца. Человек получает возможность выбирать,
каким семенам прорасти в его внутреннем саду, определяя тем самым и облик Вселенной, раскинувшейся